Зачем в смузи класть лед и заливать холодную воду? Почему для качественного смузи необходим мощный блендер? Сколько по времени нужно взбивать смузи? Разбираемся в этих нюансах. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня я отвечу на 3 самые популярные вопроса, которые вы задаете по технологии приготовления смузи. Эти 3 нюанса необходимо знать и понимать, если вы хотите приготовить по-настоящему качественный напиток. Я почти 5 лет проработала в общепите, даже в Америке в студенческие годы удалось поработать. И правильной технологии приготовления смузи я училась у настоящих профессионалов. В описании к этому видео вы можете найти ссылку на плейлист по рецептам смузи, которые мы для вас уже сняли. Смотрите ролики и готовьте вкусные и полезные напитки. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки в поддержку видео. Мы стараемся для вас. Итак, вопрос первый. Зачем в смузи класть лед и заливать холодную воду? В процессе взбивания смузи очень сильно нагревается, особенно если используется дешевый блендер. Температура может доходить до 60 градусов по Цельсию. А для чего мы готовим и пьем смузи? Для того, чтобы дать своему организму коктейль полезных питательных веществ в легкодоступном для пищеварения виде. Но при температуре от 40 градусов Цельсия начинают разрушаться витамины, минералы, быстро окисляться эфирные масла и прочие полезные вещества. Если смузи в процессе взбивания нагреется, его полезные свойства резко снизятся. Вот именно для этого в смузи и кладут лед и заливают в него холодную воду, чтобы избежать сильного нагрева в процессе взбивания. Правильно приготовленный смузи имеет итоговую температуру 25-30 градусов по Цельсию. И употреблять его нужно именно в таком виде, немного теплом. Так организм наиболее полно усвоит все питательные вещества, которые в нем содержатся. Кстати, небольшой секрет. Если вы готовите смузи с использованием свежевыжатого сока, а не воды, то сок также нужно охладить. После отжима налейте его в стеклянную бутылку, плотно закройте крышкой и положите в морозилку на 15 минут. За это время он охладится и будет иметь оптимальную температуру. Но лед мы кладем в любом случае. Вопрос второй. Почему для качественного смузи необходим мощный блендер? Люди пишут, что, мол, у нас дешевый блендер за 3000 рублей и смузи он делает отлично. Не отлично. За годы работы в общепите через мои руки прошли несколько десятков блендеров самой различной ценовой категории. Я прекрасно знаю качество смузи, которое они дают. Давайте разберемся. Во-первых, мощность нужна для того, чтобы процесс взбивания смузи происходил максимально быстро. Здесь все очень просто. Чем длительнее время взбивания, тем сильнее нагревается напиток. В дешевом блендере, который имеет слабенький мотор, процесс взбивания будет долгим. Особенно если вы будете делать овощной смузи. В овощах много волокон и клетчатки, поэтому взбиваются они всех дольше. За это время в дешевом блендере и лед растает, и холодная вода снова нагреется. Во-вторых, для быстрой рубки льда нужны еще и качественные лезвия из хорошей стали. В дешевые блендеры ставят обычную нержавейку, которая очень быстро тупится. Кроме этого, многие слабомощные модели попросту не могут эффективно справиться со льдом. Я повидала немало недорогих блендеров, мотор которых сгорал за считанные дни. Понятно, что сейчас я говорю об использовании блендера в общепите, где много заказов и из строя он выходит быстро. Но и дома он у вас долго тоже не проживет, если вы будете регулярно делать себе правильные смузи со льдом. Друзья, ранее мы уже делали небольшую лекцию о том, как правильно выбрать себе качественный блендер. Рассказали о том, на какие критерии необходимо обратить свое внимание. Обязательно посмотрите, ссылка в описании. Блендер – незаменимый помощник на кухне здорового человека. Лучше подкопить и взять себе хорошую модель, которая будет радовать вас долгие годы. Ну и заключительный вопрос на сегодня. Сколько по времени нужно взбивать смузи?
Это также является очень важным моментом. Ведь наша задача – не допустить перегрева напитка. Поэтому время взбивания должно быть минимальным. Нет универсального показателя времени взбивания для всех типов смузи. Время, как я уже сказала выше, зависит от продуктов, которые в него входят. У нас на работе висели таблицы, на которых были написаны рецепты разных смузи. И под каждым рецептом было указано время взбивания. В дорогом профессиональном блендере, который используется на производстве, имеется программатор с отдельными кнопками запуска программ. В программе указана длительность взбивания и другие нюансы работы блендера. Для каждого рецепта своя кнопка. Бармен или джусмастер забросил компоненты, нажал и все, перешел к другим заказам. Для дома покупать дорогущий блендер с программатором я смысла не вижу, он просто не нужен. Вы и так можете проконтролировать время взбивания смузи. Дома у вас никто не теребит и не требует свой заказ. Наша модель программатора не имеет, но если финансы позволяют, то можете купить. Кнопочки – это очень удобно. Обратите внимание на то, что в своих рецептах смузи я всегда указываю время взбивания. Обязательно его придерживайтесь, если хотите получить качественный полезный напиток. Друзья, я постаралась максимально подробно ответить на эти вопросы. Эти нюансы в приготовлении смузи действительно очень важны. Если у вас появились еще какие-то вопросы по смузи, пишите их в комментариях. Во всем разберемся. Не забывайте подписываться на канал и нажать на колокольчик. Впереди вас ждет еще много полезной информации для вашего здоровья. До новой встречи и доброго вам здравия!